самый легкий путь. Я делаю любого вида рекламу привлечения, когда человек меня видит. Это может быть там таргетированная реклама, да, где я заплатил денег, и люди пришли. Что у тебя тоже может сработать. Второе, я делаю вирусовую рекламу, то, что мы с вами делаем через Reels, когда люди оставляют заявки, и пошло, и оно идет еще больше, еще, виральней. Я реально очень адекватно понимаю, кто мой целевой клиент, у кого реально болит, у кого реально есть запрос. Я приведу сейчас пример. SEO. SEO – это оптимизация в Гугле, для тех, кто не знает. Оптимизация вашей страницы, выход на первую линию. Да, то есть она, грубо говоря, бесплатна. Вы не платите Гуглу, а вы платите экспертам, которые вам настраивают, которые делают, и она потом держится в топе. Что мы можем делать? Да? То есть мы можем делать первый вариант, запустить свою рекламу, да, и в Гугле, и в Фейсбуке, и в Инстаграме, и везде, и натестировать, чтобы какая из них сработает. Мы можем сделать обалденные рилсы, люди оставят запросы, и мы начнем с ними коммуникацию, у нас будет не холодный контакт. И третий вариант, когда мы понимаем, это компании, которые там вот такого масштаба, у них есть страницы, у них, допустим, есть онлайн-шоп, онлайн-магазины, им по-любому это надо, вот по-любому им это надо. Все, я беру тогда телефончик, беру базу данных, выписываю все компании, выписываю их номера и начинаю обзванивать. И закрывать их тогда уже. Да, то есть вот это будет третий вариант. Какая у него проблема? Проблема в том, что люди не хотят слышать «нет», не хотят слышать отказов и не хотят получать эти отказы. Отказы обычно получают очень много, потому что неправильно коммуницируют. Как и в рилсах, если мы неправильно говорим, не тот эффект получается. Вот тут то же самое. Только вам не перелистут, а скажут «нет, спасибо, неинтересно». Очень важно, у нас было задание. Где твой клиент? Вспомните это задание. Кто твой клиент? Где он? Где я могу его встретить в офлайн мире? И вы записывали. Почему это важно? Потому что вы теперь должны, кроме того, что мы снимаем рилсы и делаем, чтобы клиент сам к нам пришел, я беру и делаю следующее. Я говорю, окей, где мой клиент находится? У Милы с примером, когда она говорит, я медитацию. Тема, скажем, не на хайпе, и нету такой сумасшедшей боли или запроса, что обязательно надо. Это не бухгалтерский учет. Хайпа нету, но есть некий такой мини-тренд, он такой дает задатки, начинается. Да? То есть мне нужно понять, где находится эта аудитория бизнесовая, которая уже это где-то понимает. То есть и это будут, на мой взгляд, сообщества. То есть будут бизнес-сообщества, которые понимают, что нужно не только маркетинг, реклама, продажи, а нужно еще ресурсное состояние. Потому что если ты уже себя выжил в 3 трубы, все, у тебя нет этой подачи, твоя батарейка разрядилась, тебе нужно зарядиться, то лучше мне тогда идти в это сообщество. И в этом сообществе я тогда закрываю или себя как спикер, говорю, ребят, давайте бесплатно выступлю, и там продаю, пункт первый, или же пункт второй, захожу в это сообщество, покупаю там членство, и там уже продаю. Это гораздо легче, потому что если ты сейчас начнешь звонить в компании, B2B, давайте они тебя не поймут, то есть, по крайней мере, или нам нужно будет продукт перепаковать, чтобы это не было бы именно как ты сказала, а по-другому. То есть у меня один мой знакомый, он был personal trainer в Германии, и он ничего другого не делал, как йогу. Да, то есть очень много, то есть он приходил домой и делал йогу, и работал, и по телу разные задачи делал, но очень много делал упражнений с йоги. То есть очень много. Потому что там растягивать человека, прежде чем его напрягать и все остальное, нужно его растянуть, чтобы он был растянут. Говорит, но есть одна проблема. Ни один мужчина, то есть это был, по-моему, 16-17 год, говорит, ни один мужчина в Германии не хотел покупать у меня он стоил тогда 180 в час, говорит, ни один мужчина не покупал у меня йогу. Вот. Поэтому мы запаковали как стрейчинг упражнения по стрейчингу для силовых упражнений. Он делал чистую йогу. То есть по-другому запаковано, делало то. Вот. То есть этот момент нужно тогда понять. Да? То есть, потому что обычно происходит так. Мы делаем звонки, мы не чувствуем отклика, мы думаем, это плохо, это не работает, и начинаем уходить вниз. Все, у нас тогда это все падает. Да, то есть я обычно это знаю и работаю тогда с людьми, чтобы этого не произошло, звоню сам, показываю, что оно срабатывает и так далее. Но в твоем случае, потому что у тебя очень специфическое, что ты сейчас сказала, хочешь продать, я бы, наверное, пошел даже в B2B
все-таки через маркетинг, через то, что я пришел бы туда, где не есть, им это показал бы, дал бы, и после этого начал бы продавать бы. Вот таким образом. В других продуктах, где вы можете взять и звонить, да, то есть, допустим, если мы говорим финансовый продукт и продаем там накопительную программу для пенсии для работников, да, то есть, конечно, я могу звонить в компании и им это предлагать, да, то есть, или же страховать работников то есть, это я могу брать, звонить, продавать. Все, тут B2B чистой воды, бомби, делай, и все, у тебя все карты в руки.